Люди тратят миллионы долларов на средства для ухода за кожей, но все почему-то ухаживают за кожей снаружи. Кожа – это самый большой орган нашего тела, и его здоровье зависит напрямую от заботы о ней изнутри. Каждый из нас несовершенен. У каждого есть пигментные пятна, морщинки, прыщики, но существуют факторы, с которыми мы с вами напрямую не можем бороться. Например, старение кожи, нарушение гормональных балансов. Но все-таки есть средства, которые поддаются контролю. Это питание, которое напрямую зависит от нас. Если мы будем хорошо питаться, это будет приносить только пользу нашему организму, соответственно, и кожа будет здорова. В этом видео мы рассмотрим самые распространенные проблемы с кожей, и я вам расскажу те продукты, которые нужно употреблять, чтобы ваша кожа была здоровой, красивой и сияющей. Коллаген — это основной структурный белок, который поддерживает красоту нашей кожи. Коллаген создает упругость и эластичность кожи. Но с возрастом белок коллагена постепенно уменьшается, и мы начинаем терять около 1% коллагена в год, начиная с 20 лет. Но все же есть несколько способов, чтобы поддержать нашу кожу и не дать ей преждевременно постареть. Во-первых, конечно же, это употребление белка. Коллаген — это и есть белок, и если употреблять в пищу продукты, которые содержат достаточное количество белка, то мы сможем поддержать наш белок коллагена, который будет постоянно работать нам во благо. Протеин — это и есть белок. Существуют соответствующие продукты, которые им богаты. Это фасоль, чечевица, тофу, орехи, семечки и другое. Употребление данных продуктов заставляет наш организм запускать процесс, который помогает построению блоков коллагеновой сетки, которая со временем истощилась. Но что делать в случаях, когда наша кожа подвержена, например, солнечным ожогам, неблагоприятной окружающей среде, которая влияет на красоту и здоровье кожи и уменьшает коллаген, который в ней содержится? Здесь, опять же, нужно употреблять продукты, которые содержат особые группы витаминов. Здесь нам на помощь приходят богатые витаминами продукты питания, которые усиливают выработку коллагена. Особо ценен для кожи витамин Е. И продукты, которые содержит, вы наверняка знаете. Это миндаль, семена подсолнечника, авокадо. Также очень полезен для выработки коллагена витамин С. Употребляйте все продукты, которые содержат витамин С. Все цитрусовые, болгарский перец, шпинат и многое другое. То есть перечень обширен. Нужно только поинтересоваться этим. При травмах кожи первым компонентом, который оказывает заживляющее действие, является цинк. Весь процесс проходит с помощью цинка. Он является средством, заживляющим кожные покровы и, конечно же, лечащим средством для кожи. Да, и цинк хорошо борется с акне. Пищевые дрожжи, семена тыквы, кунжут, бобовые, из них фасоль, чечевица, тофу содержит достаточное количество цинка, ну и, конечно же, цельные зерна. Но что важно при употреблении продуктов, которые содержат цинк? Это, конечно же, те процессы, которые в нашем организме происходят. То есть цинк не особо хорошо усваивается в нашем организме. Поэтому существуют некоторые, скажем так, лайфхаки, которые помогают продуктам, которые мы едим, лучше усваиваться. Например, если вы едите какие-то бобовые, то их лучше перед приготовлением замачивать в воде. Проращивание и ферментация также смогут помочь. Все сталкивались с сухостью кожи. Это жутко неприятно. Но если вы будете потреблять достаточное количество жиров, особенно из группы омега-3, то можно избавиться от этой сухости кожи. Жиры помогают усилить барьерную функцию кожи и лучше удерживать воду в организме. Продукты, которые содержат большое количество жиров из группы омега-3, это грецкий орех, семена льна. И здесь даже я могу вам посоветовать употреблять добавки к еде, которые продаются в аптеках. То есть, если вы не любите или у вас аллергия на какие-то продукты из группы, которые я вам назвала, то вы с легкостью можете покупать капсулы, которые продаются в аптеках. Они тоже помогут восполнить жиры группы омега-3. Ну и, конечно же, пейте как можно больше воды. Чрезмерное выделение кожного сала тоже достаточно неприятно. Но опять же, выработку подкожного сала можно уменьшить с помощью употребления отдельных групп продуктов. Подкожный жир или сальная кожа также увеличивают вероятность развития угрей. Чрезмерная выработка подкожного сала становится более выраженной в тех случаях, когда мы употребляем большое количество углеводов. То есть те продукты, которые содержат большое количество сахара. Сладкая водичка, конфеты,
таблетки, выпечка и так далее. Они увеличивают уровень сахара в крови, и из-за этого вырабатывается подкожный жир, который и приносит нам дискомфорт. Чтобы не повышать уровень сахара в крови, конечно же, не ешьте те продукты, которые зашкаливают углеводами. Ешьте продукты, которые снижают уровень сахара. Это цельные продукты растительного происхождения, бобовые, семечки, шпинат, тофу и многие другие. Так что смотрите сами и не пренебрегайте этим советом. Красота кожи зависит также от нашего кишечника, а кишечник будет здоров от тех продуктов, которые приносят ему пользу. Таким образом, все взаимосвязано как в природе, так и в нашем организме. Если в нашем кишечнике дисбаланс, это говорит о том, что там много вредных бактерий, которые образовались от плохого рациона. И, конечно же, это непременно повлияет на здоровье кожи. Появится акне, псориаз, экзема и всякие неприятные вещи. Для здоровья кишечника нужно употреблять пребиотики. Это йогурты на растительной основе, кимчи, квашеная капуста, чайный гриб. Здоровый кишечник всегда равно здоровая кожа. Запомните это и будьте в этом плане очень внимательны. В то же время не стоит забывать, что в мире не существует какой-либо добавки, которая бы вот так вот на раз взяла и сделала нашу кожу красивой, сияющей и за быстрое время. Но если найти сбалансированный рацион питания, который будет содержать все те продукты, которые я перечислила ранее, то можно прийти к вполне положительным результатам за какой-то период времени. Нужно также понимать, что на здоровье кожи влияют и какие-то второстепенные факторы, то есть это окружающая среда, старение, гормоны, стресс и употребление каких-то лекарственных препаратов. Все это влияет на нашу кожу, и это влияние мы с вами в каких-то моментах не можем контролировать. Но питание — это один из многих столпов, на который мы можем сосредоточиться и который поддается контролю. Поэтому питание и тот рацион, который мы с вами выстроим, будет действенным способом для здоровья кожи и вообще здоровья вашего организма. Особенно если вы плюсуете к этому здоровый образ жизни, который поможет вам быть молодым достаточно долгое время. Я надеюсь, что видео было полезно и тебе понравилось, поэтому ставь лайк, это всегда приятно. На этом все, всем пока и спасибо за просмотр.